Всем привет, это Ксюша. Ксюша, помахай ручкой. Скажи, я не умею в кадр махать ручкой. У Ксюшеньки уже 2 раза был трахеит, граничащий с бронхитом. Нам 2 раза прописывали антибиотики, но мы благополучно вылечились без них. И вылечились мы с помощью дренажного массажа от кашля. Сейчас я вам его покажу. Итак, когда мы делаем массаж грудничку, когда он кашляет, у него очень плохой кашель, мокрый или сухой кашель, самое важное, чтобы температуры ребенка уже не было. В принципе, у нас не было температуры, даже когда она заболевала, поэтому мы сразу начинали делать массажи, как только слышали плохой кашель. И очень важно в этот период давать больше пить. Ну, понятное дело, пить я ей не давала, я давала только грудь, потому что мы на грудном вскармливании. И также я обильно закапывала ей нос физраствором. То есть взрослым деткам мы нос промываем соленой водичкой, Хьюмером, Акваморисом, да. Деткам, к сожалению, в спрей нельзя в нос заливать, ну, прыскать для того, чтобы не нарушить там ничего. Просто из пипеточки физраствором дешево и эффективно. После того, как мы закапали, вся мокрота там благодаря вот этой жидкости разжижилась, скажем так, и легче она будет отхаркиваться. Потом мы ложим ребенка горизонтально, но вот так вот горизонтально не подходит, нужно, чтобы попа была выше головы. Видите, сейчас у нас наоборот. Поэтому возьмем подушку и положим ребенка на подушку. Вот. Я обычно еще ноги подключаю, одну ногу делаю выше, другую ниже, чтобы у нас хорошая горка получилась. И вот где-то отсюда мы начинаем делать массаж. Очень важно не ниже, потому что там почки, чтобы вы не били по почкам ребенку, а вот где-то здесь. И я, честно, просто постукиваю вот так вот пальчиками снизу вверх к голове. С одной стороны, с другой стороны, просто глажу. Примерно нужно вот такие подходы с простукиванием делать. 2 минутки делаете, 2 минутки гладите. Потом поднимаете ребенка вот так вот, и он сам начинает откашливаться, или у него прям из носа льется обильно сопли. Это как раз та слизь, которая разжижилась и выходит. Таким нехитрым способом мы 2 раза вылечились от трахеита, граничащего с бронхитом. Мы не давали антибиотики, просто закапывали нос физраствором. Да, это дольше, нужно иметь терпение и недюжинную силу воли, чтобы не закричать и не запаниковать, и не обратиться в скорую или к какому-нибудь другому врачу. Но это эффективный способ, который помогает избавиться от кашля у грудничков и не засоряет их организм антибиотиками. Поэтому пользуйтесь на здоровье, и пусть ваши детки будут здоровенькими. До скорых встреч. Пока-пока.